Какие продукты, я расскажу больше такие про группы, то есть какие продукты благоприятны для людей ваты конституции именно летом. То есть зерновые, особенно, ну так вот, если можно выделить там, допустим, булгур, рис, овес, амарант. Я когда говорю про какие-то зерновые, я имею в виду, что овес это, допустим, там, или сплюснутый овес, да, или какой-то дробленый овес, но это, да, или это там овсяную кашу, к примеру, если вы едите, но это не геркулес, который 2 минуты заваривается, это именно цельные хлопья в том числе, из которых действительно они будут давать такую капху. Почему это полезно? Потому что важно есть все, что увлажняет, то, что питает, и то, что легко переваривается. Ну, то есть вот легко переваривается, это вообще на первом месте для людей ваты конституции. Как только пища легко переваривается, у человека ваты всегда есть энергия и нету тяжести. Как только происходит что-то наоборот, тяжесть и нет энергии. Из овощей тыква, кабачок, морковь, свекла, стручковые различные, но в приготовленном именно виде. То есть вы можете есть много зелени, много сырых овощей, но такие более плотные, тяжелые, их очень важно готовить. Это может быть тушеное, вареное, пареное, вот как-то так, но не жареное, это важно. Эти овощи, они успокаивают вату, они улучшают перистальтику, они, ну, в вареном или тушеном виде имеется в виду, не в сыром. То есть людям ваты не надо сырую тыкву есть, сырой кабачок, хотя тоже можно есть, но не нужно рисковать. Или, может быть, в очень малом количестве. Из фруктов, вы знаете, все, что сладкое. Сладкий вкус замедляет вату, увлажняет вату, поэтому, там, не знаю, если вы где-нибудь в Азии, это там, манго, бананы, инжир, у нас это абрикосы сладкие, персики, финики, то есть все сладкое. И вот такое водянистое, то есть можно есть даже сладкие яблоки, да, потому что очень часто у людей ваты от яблок вздутие газообразования. Но как только вы начинаете есть сладкие яблоки, прям приторные сладкие, то вообще картина меняется, у вас нету ни вздутия, ни газообразования. Но только надо помнить, что вообще фрукты с овощами не надо есть вместе, в принципе. Тогда не будет вздутия газообразования тоже. Из молочных продуктов. Теплое молоко с куркумой для ваты очень хорошо, если оно у вас переваривается. Я говорю, конечно, про молоко настоящее, коровье или козье. Я про это имею в виду. Если оно у вас не переваривается, то не надо пить на ночь миндальное молоко. То есть миндальный орех на ночь тяжеловато, утром здорово. И какое-то количество свежего творога. Здесь нужно смотреть, потому что тоже, так как у нас у всех 3 доши вместе, у нас есть и вата, и пита, и капха, мы должны смотреть, насколько продукты у нас усваиваются, потому что у кого-то, то есть у кого-то, у человека, преобладающего вата, может не усваиваться свежий творог, а усваивается он, допустим, может только в виде сырников, к примеру, а у кого-то, из человека вата конституции, может усваиваться свежий творог. Тоже зависит от количества, потому что свежий творог – это все-таки такая более тяжелая пища, поэтому здесь нужно пробовать. В принципе, любые молочные продукты, которые питают ткани, а с точки зрения аюрведы, коровье молоко, оно действительно может питать ткани. Почему детям дают молоко? Да, это грудное молоко, потом просто молоко, потому что это питает ткани. Ну, к сожалению, в наше время много детей, которые не переваривают, и грудное в том числе. Топленое масло гии, фрукты, а особенно если они приготовлены со специями, там добавлен мед или сахар, они снижают беспокойство. Поэтому для людей ваты, у которых, допустим, особенно повышенная тревожность, им очень хорошо пить на ночь теплое молоко с кардамоном, шафраном. Есть такой рецепт золотого молока, если знаете. Кстати, кому интересно, мне кажется, я на YouTube какое-то время назад ролик про это сделал. Вот, теперь, опять-таки, бобовые, вот, мунгдал, красная чечевица, их можно добавлять в супы, но главное вообще, когда вы готовите бобовые, знать, что если вы просто взяли там любой горох, любую фасоль, кинули в кипяток и варите, то качество ваты у них, независимо от варки, сохраняется. Но если вы те же самые зерновые бобовые замачиваете на сутки,
а потом готовите, то вообще другая картина. То есть они становятся более легкими, и они лучше у людей ваты перевариваются. Аюрведа считает, что нутовый горох самый тяжелый. Так вот, если нутовый горох положить в суп, то вообще другая картина. А если нутовый горох приготовить на пару, ну, это займет много времени, то тогда людям вата нутовый горох можно, потому что он не будет вызывать никакого расстройства. Нут очень тяжелый с точки зрения аюрведы по качествам. Он действительно питательный, но тяжелый. Поэтому людям питы здорово, людям ваты очень аккуратно. Но это только про нут. И, конечно же, мунг-дал и красную чечевицу, кстати, не надо замачивать на сутки, иначе вы просто ничего в этой чашке не найдете, она просто размочится. Ее на полчаса. Но вот маш очень хорошо его замачивать. Из него в Индии делают такое классическое блюдо мунг-дал, ну, то есть маш и мунг это то же самое. Его так разваривают со специями, и очень хорошо он питает и легко усваивается. Но не у всех людей, у которых повышена вата, хорошо усваиваются бобовые и зерновые. Поэтому нужно использовать специи, которые балансируют вата-дошу. Из орехов и семечек для ваты самое лучшее и спокойное – это миндаль. Только миндаль, который замочен на ночь. Замачиваете в обычной воде на ночь миндаль, утром счищаете шкурку и едите его. А у меня тоже на моем канале на YouTube есть видео, я там рецепт приводил такого энергетического напитка на основе миндаля. На ночь вы замачиваете несколько штучек миндаля, фиников, и утром там со специями в блендере все это перемалываете. Очень хороший, ну, во-первых, такой натуральный протеин, хороший белок и много энергии дает. Так что попробуйте такой напиток. Какие специи полезны для людей ваты летом? И почему это же важно? Итак, фенхель. Фенхель, он обладает таким охлаждающим действием, и он очень хорошо поддерживает пищеварение. Поэтому, если вы понимаете, что у вас постоянно после еды вздутие, постоянно метеоризм газообразования, надувается нижняя часть живота, то это чаще всего связано с тем, что есть какая-то проблема с ферментами, к примеру. И в этом случае фенхелевая вода или просто специи, как фенхель, я не говорю про корень фенхеля, имеется в виду, это фенхель имеется в виду в виде специй, семена. Они очень помогают. Чайная ложка на стакан кипятка, там мягкий вкус, он снижает спазмы, снижает вздутие. Его можно пить как во время еды, то есть прям фенхелевый чай вы можете запивать еду. 2-3 ложки еды съели, сделали глоток воды. Потому что в аюрведе считается, что еду, особенно для людей ваты, нельзя употреблять сухомятку, очень важно запивать. Но не выпивать стаканами, вот это вот то, о чем говорят, что нельзя пить. То есть не выпивать стаканами, а пить по глоточку. 2-3 ложки съели, сделали глоток теплой жидкости. Следующее – это кориандр. Он успокаивает вату и питу. Кориандр всегда хорошо добавлять в пищу, особенно если вы любитель жарить, шашлыков. Вот, кориандр нужен, потому что он выравнивает кислотность, хорошо помогает пищеварению, он охлаждает. Ну а кинза в виде зелени, она также полезна во все блюда, особенно летом. И это, конечно, особенно, если вам она нравится. Куркума. Куркума, так как она улучшает обмен веществ, она снижает излишний жар, и она является противовоспалительным летом, она особо хорошо. И, конечно же, куркума добавляет организму такой, назовем, смазки, потому что она чистит, улучшает подвижность жидкости и улучшает качество самих жидкостей. Это натуральный такой антибиотик, который очень хорошо добавлять в принципе во все блюда, ну, где куркума подходит. И еще очень хорошо такая специя, как кумин или зира. Также вы можете запивать такой водой, к примеру, из кумина и зиры, или же употреблять эту специю там, в промежутках между едой в виде водички тоже такой. Ну, а также эту специю можно класть в различные блюда, потому что она снижает газы, улучшает пищеварение и очень хорошо стимулирует огонь для того, чтобы пища вся усваивалась. А главное, что она не сушит, поэтому кумин можно использовать особенно
летом. Ну и если у вас постоянно вот напряжение, метеоризм, вы понимаете, что аппетит он такой нестабильный, аюрведа рекомендует использовать или асафетиду, или чеснок, но в приготовленном, конечно же, виде, не в сыром. Избегайте острых и таких иссушивающих специй, к примеру, чили, много перцев, много имбиря, много гвоздики, много хрена и много горчицы. Эти специи их очень хорошо употреблять зимой, но не летом. Из сладостей для людей ваты летом. Натуральный мед. Можно в напитки класть, так принимать. Очень хорошо различные сухофрукты и те, кто в теме, есть такой тростниковый сахар, джагри называется, в индийских магазинах часто продается. Если вам нравится, или если вам нравятся сладости из него, в Индии это прям индусы очень рекомендуют. Тем не менее, у нас это обычно мед, какие-то приготовления сладостей, в том числе из молока, они могут очень хорошо подходить. Стабилизировать такую пониженную вату, добавлять капхи, а главное повышают оджас. Оджас – это та сила, с которой человек родился, это как такая внутренняя энергия. И, конечно же, нужно употреблять для людей ваты, особенно летом, это побольше жидкости, для того, чтобы не было обезвоживания, для того, чтобы поддерживать вот этот водный баланс. Ну и, конечно же, жидкости имеются в виду не охлажденные, это прям номер один и очень важно.